Вот она, малинка наша вкусная-вкусная. В сентябре, как обычно, второй раз поспела. Сейчас мы эти ягодки соберем и быстренько съедим. И тыква, к счастью, тоже растет. Здесь большая. И вот тут есть еще малышка-крошка. Цветочки еще повыросли. Я их еще посрезала. Вот еще один пропустила, тоже сейчас сниму. И здесь тоже тыковка. Я сначала подумала, что это что-то не так, но нет, это просто зеленый цвет еще, да, не зеленый. Хризантемы тоже начинают распускаться. Смотрите, розовенькие такие. Красота. Всем осенний привет с нашей дачи. Мы сегодня пришли, хотим подготовить уже участок к зиме. Мы практически сюда не ходили, за исключением мы собрали тыквы и все. И сейчас мы уже хотим полный большой объем работ сделать. Осень, холодно, естественно. Сейчас я вам покажу, что мы хотим сделать. Переоденусь, переобуюсь, и мы приступим к работе. А потом в конце покажу, что у нас в итоге получилось. Но перед этим я покажу вам то, о чем говорила, что нам нужно сделать за пределами нашего участка. У нас здесь был очень сильный склон сюда. И мы с соседями решили, что хотим все это выровнять, то есть часть земли сюда переправить, и еще добавить земли, потом засадить это все травой. И, в общем, в один прекрасный субботний день мужчины, которые вот здесь обитают, в общем, чьи это участки, собрались и все это выровняли. Ну, более-менее, в любом случае сейчас тут ямы нет, смотрится лучше. И вот смотрите, соседи, которые напротив, они специально сами уже проявили инициативу и сделали вот эти заграждения, чтобы выросла трава, чтобы там никто не ходил. Но здесь, конечно, посередине велосипеды, люди ходят, это все равно трава вся вытопчется и вряд ли она вырастет. Но это ладно, посмотрим. Значит, здесь мы хотим чуть-чуть подстричь кусты, даже уже не пилой, а просто Дима секатором пройдется, лишние ветки снимет. Кстати, да, и тую они тоже немножко подрезали, но все равно высоко, 1,80 м они ее оставили, ну так, к слову. И вот смотрите дальше, вот до этого места, и там уклон так и остался, ну это уже, видимо, не так интересно было тем соседям. Если честно, я надеялась, что листья опали практически все, ну или хотя бы большая часть. Но на самом деле листвы очень мало. Мы будем косить, и очень удобно, что косилка бы собрала всю эту листву. А так нам придется еще потом зимой листья убирать. Ну, как бы, что поделаешь. Здесь у нас бедные ежики плохо себя чувствуют. Немного цветов. Газон вырос сильно, но это и хорошо. Лилии тоже срежу к зиме. Что тут еще интересного? Ну, в общем, огород выглядит, конечно, катастрофой. Все здесь поросло сорняками. Уберем вот эту капусту. С ней, как и предполагалось, ничего там не произошло. Что это за такая капуста, я даже не знаю. В общем, это то, что сосед нам давал. Здесь все везде сорняки. Пуля, смотрите, какая колосится травка, свежепосаженная, такая хорошая, лохматая. И сюда же мы опять все это постелим, все, что муж скосит. Наш дикий виноград, он такой красивый осенью. Ну, наш вообще не очень, конечно, красивый, а вот по городу я часто встречаю такой красный-красный, вот такой вот цвет. Так это красиво смотрится. У меня даже есть несколько фотографий с прошлых лет у таких стен. Но наш какой-то такой потрепанный, он где-то еще зеленый, где-то сухой, где-то непонятно, что с ним. Дальше нужно обрезать сухие цветы. Покупка хризантем была ошибкой. Во-первых, я их не вижу. Осенью мы сюда приходили, наверное, раза 3 за все время, вот как мы купили этот куст. Я их и не поливала, соответственно, они посохли. И радовать они меня не радовали. Но куст в целом хороший, пышный, как я хотела, распустился хорошо. Ну ладно, будет уроком. Все, тут у нас огород, лохматая травка. Все это мы сейчас уберем. Малину мы тут тоже подъедали. Немножко еще, да, пара ягод поспели. Их мы тоже сейчас снимем. И вот эту кучу веток мы хотим разобрать. Будем жечь костер. Но костер будем жечь не из этих веток, а из вон тех, которые у нас там подсохли. Вот об этом я говорила. Смотрите, вот какой красивый красный цвет. Тоже плетется сюда-сюда. В общем, это все тоже мы сегодня будем убирать.
Смотрите, какая красота. Да, вот об этом я говорила. Вот такого шикарного цвета он должен быть. Какая веточка, хоть домой забирай. Супер вообще. Я домой заберу. Смотрите, да, вот здесь ему солнышко хватает, здесь ему хорошо. Вот она какая красота. Прелесть. Такой у нас фронт работ. Конечно же, мы погрилим уже после обеда, поэтому получается, что у нас будет ужин на даче. Мы купили опять мясо, ребрышки, но это я тоже вам обязательно покажу. И еще мы, кстати, на этой неделе, мы еще на прошлой неделе мы заплатили за дачу. Я, как обычно, не помню, 100 с чем-то евро, 116, 120, ну что-то в таком, в общем, пределе. И вчера нам пришло письмо, что мы должны на собрание прийти. Будет собрание в следующую субботу, очередное только для тех, у кого участки находятся возле реки Нона. Что-то будем мы там обсуждать. Я не совсем поняла по поводу сорняков, которые в этой траве, в этой реке растут, и в целях осушения. В общем, я не поняла, будем ли мы ее осушать или наоборот убирать, чтобы мы убирали сорняки, чтобы она не осушалась. В общем, будет собрание, узнаем. И проблемы бобров будем обсуждать. Для меня тоже немножко странно. Бобров мы тут никогда не видели. Ну, возле дач. Да, у нас там через дорогу за дачным сообществом, над рекой бобры надгрызают деревья, они падают. Но это не участок сообщества, поэтому меня немножко удивило. Я сначала думала, может, кротов, но нет, написано отчетливо бибер. Так что интересно, в общем, будет сходить, что мы там обсудим, тоже потом вам расскажу. В общем, пошла я переодеваться и будем работать. Вот пакостник. Так, ну-ка, пойдем. Где там папа не докосил? Так, разъезжаемся. Так. Можешь так со своей? Давай. Вот. Сейчас мы тут все докосим. Вперед. Смотрите, у нас бузина растет. Мы, если честно, думали, что из пенька уже ничего не полезет, но нет. Вот они, веточки. Нет, ладно, это не от бузины веточки. Это там дальше что-то растет. А здесь вот от нее растут листики, веточки, все, пожалуйста. Засиделись мы, конечно, очень здорово. Мы хорошо поработали и, соответственно, хорошо отдохнули. Пожарили мясо, посидели, уже 7 час, уже, как вы видите, темно. И мы еще не собрали вещи, то есть еще мы какое-то время будем собираться домой. Я просто хочу, пока еще окончательно не стемнело, показать вам, что мы сделали. И попрощаться с вами, чтобы уже действительно хотя бы до темноты успеть вернуться домой. Так, вот здесь немножко я подрезала кусты. Это все мы пока оставим, как бы не к спеху. Здесь у нас красота такая красная. Дима разбирал у нас ветки. Он вот здесь сложил и чуть-чуть еще туда в сарай убрали. Эта куча еще осталась. Потом тоже со временем доделаем. И вон там у нас было почти до верха. Это мы все сожгли. Огонь держали практически все время. Но и сейчас он еще горит. Огонь мы тоже с вами сейчас еще последний догорающий посмотрим. Это тоже, ну, как я сказала, да, местами сейчас будут валяться игрушки, потому что мы еще не прибрали. Муж подстриг газон, прокультивировал огород. Мы еще, я думаю, до зимы еще разок сделаем. Все, такой бардак. Ну, понятно, да, Маркус бегает, играет. Это вот тоже он сюда привез. Смотрите, сколько грязи. Это он залазил сюда и Димину кофту испачкал, и все-все-все. Это Маркус у нас играется.
Сюда мы всю поскидывали траву, как и хотели. Веточки с кустов я тоже сюда поскидывала. Вот он, огонь. Ой, так тепло у огня, так хорошо. Вот это уют осени. То, за что я действительно люблю осень, что можно понаслаждаться лишний раз теплом, которое летом мы не ценим. И вот огонь, костер, ну, правда, мы очень много его жгли, очень много сожгли веточек. И большие, конечно, тоже мы сюда клали от бузины, которую мы спилили, поэтому тоже она нам хорошо послужила. Срезала здесь я цветы. Что еще мы сделали? Да, в общем-то, и все, да, как хотели, прокультивировали, подстригли газон. Я ежевику опять всю подцепила, позаправила. Обрезать не стала, я еще подумаю, будем ли мы обрезать ее в принципе к зиме. А и вот эти кусты тоже подстригла я. Пока муж занимался своими делами, я подстригла наши кустики, чуть подровняла, и все. Ну, листва, которая была, часть скосилась, часть еще осталась. Собирать это все уже будем после. Пообщались немного с соседом, он тоже спросил, все ли у нас хорошо, потому что мы очень давно не виделись, давно мы сюда не приходили. Ну, как бы на что я и ответила, что сейчас осень, что делать здесь особо нечего, и мы ходим действительно редко. Ну и, в принципе, мы и будем сюда дальше ходить уже очень мало. Осталось нам, ну, до зимы, до морозов еще пройдемся по огороду, и все. В остальном дачный сезон мы уже закончим. Но с вами, конечно, мы увидимся еще с дачей и зимой. Спасибо вам за просмотр. Я желаю всего хорошего и пока-пока. Вот так мы с дачи возвращаемся, если фонарик выключить.